Урок 1. Приятные приветствия. Привет, Анна, приятно познакомиться. Как дела? Привет, Джон. Я тоже рад с вами познакомиться. У меня все хорошо, спасибо. Как насчет тебя? У меня все отлично, спасибо за вопрос. Итак, расскажите мне немного о себе. Конечно. Я родом из Германии, но последние 5 лет живу в Соединенных Штатах. Это интересно. Что привело вас в Штаты? Я приехал сюда, чтобы получить высшее образование. В настоящее время я изучаю информатику в университете. Это просто фантастика. Компьютерные науки– интересная область. Почему вы выбрали это? Меня всегда привлекали технологии и решение проблем. Мне казалось, что компьютерные науки идеально подходили мне. Это замечательно. Важно заниматься тем, чем мы увлечены. Какие у вас еще интересы? Помимо информатики, я люблю ходить в походы, фотографировать и читать детективные романы. Похоже, это отличные хобби. Мне также нравится ходить в походы и читать. Есть любимые авторы? Да, я большая поклонница Агаты Кристи. Ее детективные истории всегда держат меня в восторге до конца. Агата Кристи– классика. Мне тоже нравятся ее романы. Вы читали какие-нибудь из ее знаменитых произведений? Абсолютно. Убийство в Восточном экспрессе и «А потом никого не было» – одни из моих любимых. Это отличный выбор. Замысловатые сюжеты и неожиданные повороты делают ее книги такими увлекательными. Действительно, ее навыки повествования замечательны. Есть ли у вас любимые авторы или книги? Я фанат Джоули Р.Р. Толкина. Сериал «Властелин колец» – мой личный фаворит. Отлично! Фэнтезийные романы могут перенести нас в волшебные миры. Я слышала удивительные вещи о произведениях Толкина. Да, его миростроительство и внимание к деталям поистине замечательны. Итак, каковы ваши планы на будущее после завершения обучения? Я надеюсь работать в области искусственного интеллекта и внести свой вклад в развитие машинного обучения. Это впечатляет. Искусственный интеллект– это быстро развивающаяся область с огромным потенциалом. Уверен, что вы внесете значительный вклад. Спасибо за добрые слова. Я в восторге от предстоящих возможностей и проблем. Добро пожаловать. Было приятно с вами познакомиться. Я рад, что мы побеседовали об этом. Точно так же. Это была восхитительная беседа. Я с нетерпением жду более интересных дискуссий в будущем. Абсолютно. Давайте останемся на связи и продолжим изучать интересные темы вместе. Похоже на план. Спасибо за эту приятную беседу. Береги себя. Ты тоже. Береги себя и хорошего дня. А пока до свидания. Урок 2. Выбор здоровой пищи для лечения диабета. Привет, Анна.
я изучаю варианты здорового питания для людей с диабетом. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Привет, Джон. Безусловно, существует множество вариантов питательных веществ. Одним из примеров являются листовые зеленые овощи, такие как шпинат и капуста. Листовая зелень– отличный источник витаминов и минералов. А как насчет фруктов? Есть ли такие, которые особенно полезны? Да, фрукты, такие как ягоды, такие как клубника и черника, содержат мало сахара и антиоксидантов. Это приятно знать. Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждения. Как насчет белка? Нежирные источники белка, такие как курица, индейка и рыба, являются отличными вариантами. Они содержат необходимые питательные вещества без избыточного количества жира. Включение белка в пищу может помочь регулировать уровень сахара в крови. Есть ли какие-либо конкретные злаки или углеводы, на которые стоит обратить внимание? Цельные зерна, такие как киноа, коричневый рис и цельнозерновый хлеб, предпочтительнее рафинированного зерна. Они содержат больше клетчатки и питательных веществ. Известно, что клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует здоровью пищеварительной системы. Есть ли жиры, которые считаются полезными для диабетиков? Да, источники полезных жиров включают авокадо, орехи и оливковое масло. Эти жиры полезны для здоровья сердца и общего самочувствия. Важно выбирать полезные жиры в умеренных количествах. Как насчет молочных продуктов? Есть ли те, которые лучше подходят диабетикам? Нежирные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко и греческий йогурт, являются хорошим выбором. Они содержат кальций и белок без чрезмерного количества насыщенных жиров. Это приятно знать. Кальций необходим для здоровья костей. Есть ли какие-либо конкретные продукты, которые следует избегать или ограничивать употребление диабетикам? Рекомендуется ограничить употребление обработанных пищевых продуктов, сладких напитков и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров. Это может негативно повлиять на контроль уровня сахара в крови. Отказ от употребления или минимизация употребления этих продуктов может способствовать улучшению общего состояния здоровья. Есть ли дополнительные советы по лечению диабета с помощью диеты? Контроль порций важен. Также полезно распределять блюда и закуски в течение дня, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В этом есть смысл. Употребление небольших и сбалансированных блюд через регулярные промежутки времени может помочь предотвратить скачки и падение уровня сахара в крови. Есть ли другие факторы образа жизни, которые следует учитывать? Регулярная физическая активность имеет решающее значение для лечения диабета. Это помогает улучшить чувствительность к инсулину и общее состояние здоровья. Физические упражнения действительно полезны для всех, в том числе для людей с диабетом. Важно найти занятия, которые доставляют нам удовольствие и которые мы можем поддерживать. Порекомендуете ли вы какие-либо последние соображения или ресурсы? Всегда полезно проконсультироваться с медицинским специалистом или зарегистрированным диетологом для получения индивидуальной консультации. Они могут предоставить индивидуальные рекомендации, основанные на индивидуальных потребностях. Отличное предложение. Профессиональное руководство может иметь существенное значение. Спасибо, что поделились этими идеями. Урок 3. Посещение популярных закусочных. Привет, Анна. Я слышала, что прямо за углом есть популярная закусочная. Ты там бывал? Привет, Джон.
Да, я был там пару раз. Это довольно популярно среди местных жителей. Отлично. Какую еду они подают? Есть ли какое-то конкретное блюдо, которое вы рекомендуете? Здесь подают блюда различных кухонь, но их фирменное блюдо– мексиканское. Я настоятельно рекомендую попробовать их тако. Мексиканская еда звучит очень вкусно. Их тако острые. Мне не очень нравится очень острая еда. Они предлагают различные уровни остроты, поэтому вы можете выбирать их в соответствии с вашими предпочтениями. У них также есть мягкие варианты. Это приятно знать. Я благодарна за выбор. Есть ли еще вегетарианские блюда? Абсолютно. У них есть вегетарианские тако с ароматными начинками, такими как овощи и бобы на гриле. Они довольно вкусные. Это просто фантастика. Я рада, что они учитывают разные диетические предпочтения. Заведение славится своей атмосферой или какими-то уникальными особенностями. Да, здесь царит яркая и красочная атмосфера. Кроме того, по вечерам здесь звучит живая музыка, что еще больше впечатляет. Похоже на оживленную атмосферу. Наверное, это отличное место, чтобы насладиться едой и развлечениями. Здесь обычно многолюдно. Здесь может быть много людей, особенно в часы пик. Это популярное место, поэтому рекомендуется бронировать столик или уходить пораньше. Я учту это. Спасибо за совет. Есть ли в этом районе другие популярные закусочные, которые вы бы порекомендовали? Да, поблизости есть уютное кафе, где подают потрясающую выпечку и фирменный кофе. Это идеальное место для быстрого перекуса или расслабляющего отдыха. Обожаю выпечку и кофе. Какие блюда обязательно стоит попробовать в кафе? Их круассаны просто восхитительны, особенно миндальный круассан. А их латте готовят из свежесваренных кофейных зерен. Звучит просто небесно. Обязательно заеду и в это кафе. Есть ли в этом районе другие скрытые сокровища, о которых вы знаете? В нескольких кварталах находится небольшой семейный итальянский ресторан. Здесь подают настоящую домашнюю пасту, которые просто божественны. Я большой поклонник итальянской кухни. Домашняя паста звучит потрясающе. Есть ли у них отличные блюда, которые я не должен пропустить? Настоятельно рекомендуются их лазанья и карбонара. Вкусы богатые, а порции щедрые. Я не могу устоять перед хорошей лазаньей или карбонарой. Я тоже обязательно загляну в этот ресторан. Спасибо, что поделились этими рекомендациями. Урок 4. Гибкие условия оплаты. Привет, Анна. Я подумываю о покупке, но я ищу гибкость в условиях оплаты. Какую гибкость вы ищете? Привет, Джон. Я ищу варианты, которые позволят мне платить частями, а не единовременно. Это помогает управлять моим бюджетом. Понимаю. В настоящее время многие компании предлагают рассрочку. Рассматривали ли вы возможность обратиться к продавцу для обсуждения вариантов оплаты? Неплохая идея.
Я обязательно свяжусь с ними, чтобы узнать о рассрочке. Важно уточнить условия. Абсолютно. Очень важно иметь четкое представление о графике платежей, процентных ставках и любых дополнительных комиссиях. Задумывались ли вы о продолжительности платежей? Да, я предпочитаю более короткие сроки рассрочки, например, 6 месяцев или год. Таким образом, я смогу быстрее произвести платеж и избежать долгосрочных обязательств. Более короткие сроки действительно могут обеспечить большую гибкость и более быстрое погашение. Рассматривали ли вы также возможность договориться о процентной ставке? Да, я считаю, что стоит обсудить процентную ставку с продавцом. Более низкие процентные ставки могут сделать общий платеж более управляемым. Переговоры о процентной ставке– отличная стратегия. Не помешает спросить, и иногда продавцы готовы скорректировать условия. Вы сталкивались с какими-либо конкретными планами оплаты, которые привлекли ваше внимание? Да, я сталкивался с некоторыми компаниями, которые предлагают рассрочку с нулевой процентной ставкой на определенный период. Это довольно привлекательно. Планы с нулевой процентной ставкой могут быть выгодными, особенно если вы можете погасить остаток в течение беспроцентного периода. Думали ли вы о каких-либо резервных планах на случай недоступности рассрочки? Да, если рассрочка невозможна, я мог бы рассмотреть возможность использования кредитной карты с более длительным беспроцентным периодом для распределения платежей. Это хорошая альтернатива. Многие кредитные карты предоставляют рекламные предложения с длительными беспроцентными периодами. Вы проверили условия своей кредитной карты? У меня есть, к счастью, моя кредитная карта предлагает такие рекламные предложения. Всегда важно пересматривать условия и следить за отсутствием скрытых комиссий. Это отличная новость. Прежде чем приступать к какому-либо плану оплаты, важно тщательно изучить условия. Рассматривали ли вы возможность обратиться за советом к финансовому консультанту? Да, я думаю, что консультация финансового консультанта была бы полезна. Они могут предоставить экспертные рекомендации и помочь мне принять обоснованное решение. Обращение за профессиональной консультацией– разумный выбор. Финансовый консультант может оценить вашу ситуацию и порекомендовать наилучшие варианты оплаты, соответствующие вашим конкретным потребностям. Нашли ли вы какие-либо ресурсы или веб-сайты, на которых представлена информация о гибких способах оплаты? Да, я нашел несколько веб-сайтов, на которых сравниваются разные способы оплаты и рассказывается о гибких планах оплаты. Для получения дополнительной информации стоит изучить их. Это просто фантастика. Онлайн-ресурсы могут стать ценным инструментом при изучении способов оплаты. Спасибо, что поделились этими идеями. Урок 5. Несчастный случай с автомобилем. Привет, Анна, ты выглядишь несчастной. Что произошло? Привет, Джон. Это моя машина. Вчера мой племянник случайно сделал в ней вмятину во время игры. А нет, это прискорбно. Ущерб серьезный. Можно ли его легко починить? Вмятина довольно заметна, и она потребует профессионального ремонта. Я не уверен, сколько времени это займет и сколько это будет стоить. Это понятно. Случаются несчастные случаи, особенно когда рядом находятся дети. Обращались ли вы в автомастерскую за оценкой? Да, я уже обратился в несколько ремонтных мастерских в этом районе.
Жду от них ответа с указанием стоимости и сроков. Хорошо, что вы быстро принимаете меры. Получение нескольких оценок поможет вам принять обоснованное решение. Вы хоть представляете, как образовалась вмятина? Это произошло, когда мой племянник случайно ударил машину мячом во время игры на подъездной дорожке. Это был неожиданный несчастный случай. Иногда дети могут быть непредсказуемыми. Надеюсь, у твоего племянника все хорошо. Рассматривали ли вы возможность вовлечь в этот процесс свою страховую компанию? К счастью, у моего племянника все хорошо. Что касается страховки, я планирую связаться с ними сегодня, чтобы обсудить ситуацию и узнать, смогут ли они покрыть ремонт. Это разумный шаг. Ваш страховой полис может покрыть такие инциденты. Обязательно соберите всю необходимую документацию для предъявления претензии. Абсолютно. Прежде чем обратиться в страховую компанию, я соберу всю необходимую информацию и документы. Важно предоставить точные данные. Хорошая мысль. Таким образом, процесс рассмотрения претензий будет более гладким. Пока ваш автомобиль ремонтируется, есть ли у вас альтернативный план транспортировки? Я рассматриваю возможность аренды автомобиля на время ремонта. Это поможет мне продолжать заниматься повседневными делами без серьезных помех. Аренда автомобиля – практичное решение. Это позволяет вам сохранять мобильность до тех пор, пока ваш собственный автомобиль не будет готов. Вы проверили варианты аренды в своем районе? Да, я изучил варианты аренды поблизости. Есть несколько авторитетных компаний по аренде автомобилей, предлагающих разные варианты автомобилей и разумные цены. Отлично. Внимательно прочитайте договор аренды и ознакомьтесь с любыми дополнительными платежами или требованиями по страхованию. Безопасность очень важна. Абсолютно. Я тщательно рассмотрю договор аренды и проясню все сомнения, прежде чем завершить аренду. Безопасность и прозрачность имеют решающее значение. Хорошо быть осторожным и хорошо информированным. Надеюсь, все пройдет гладко, и ваша машина скоро вернется в исходное состояние. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Конечно, это неожиданная неудача, но я надеюсь, что в конце концов все получится. Добро пожаловать. На протяжении всего процесса сохраняйте позитивный настрой и терпение. Если вам нужна помощь или с кем-то, с кем можно поговорить, я здесь для вас. Урок 6. Прибытие в Лондон и осмотр достопримечательностей. Привет, Анна. Я только что приехала в Лондон в 10 часов 30 минут утра. Это прекрасный город, в котором так много интересного. Привет, Джон. Лондон действительно удивительный город. Время вашего приезда кажется идеальным для дня осмотра достопримечательностей. Что вы планируете посетить в первую очередь? Я подумываю начать с таких знаковых достопримечательностей, как Биг Бен и Лондонский Тауэр. Это достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Похоже, это отличный план. Биг Бен – впечатляющее зрелище, а Лондонский Тауэр имеет богатую историю. Вы проверили цены на билеты на эти достопримечательности? Да, перед поездкой я провел небольшое исследование. Цены на билеты разнятся, но они того стоят, чтобы насладиться впечатлениями и возможностью познакомиться с историей Лондона. Всегда полезно планировать заранее и иметь представление о связанных с этим расходах. Рассматриваете ли вы возможность проведения экскурсий с гидом или аудиогидов для более полного погружения? Я определенно подумываю об этом.
Экскурсия с гидом может дать ценную информацию и сделать визит более увлекательным. Кроме того, это отличный способ узнать больше о городе. Абсолютно. Гиды могут поделиться интересными историями и фактами о достопримечательностях, что улучшит ваши общие впечатления. Рассматривали ли вы какие-либо конкретные варианты тура? Да, в интернете я нашла несколько высококлассных экскурсий с гидом, которые охватывают несколько достопримечательностей за один раз. Кажется, это удобный способ эффективно исследовать город. Это разумный подход, особенно если у вас мало времени. Это позволяет увидеть больше за более короткий период времени. Планируете ли вы также посетить какие-либо музеи? Да, мне интересно посетить Британский музей и Национальную галерею. У них невероятные коллекции, которые мне бы очень хотелось осмотреть. Британский музей и Национальная галерея известны своим искусством и историческими артефактами. Обязательно ознакомьтесь с часами их работы и ограничениями, связанными с COVID-19. Абсолютно. Прежде чем отправиться туда, я перепроверю их расписание и все правила безопасности. Важно быть в курсе событий и уделять приоритетное внимание своему благополучию. Безопасность всегда должна быть приоритетом, особенно в это время. Наслаждение достопримечательностями и принятие необходимых мер предосторожности гарантируют незабываемые впечатления. Планируете ли вы попробовать блюда местной кухни во время Определенно. вашего визита? Мне не терпится попробовать традиционные британские блюда, такие как фиш and чипс и сытное воскресное жаркое. Это часть культурного опыта. Отличная идея! Британская кухня имеет свои уникальные вкусы. Не забудьте также побаловать себя чаем и булочками. Это типичное британское лакомство. Чай и булочки определенно в моем списке. Я с нетерпением жду возможности насладиться традиционным послеобеденным чаем. Какие-нибудь рекомендации по хорошему чайному домику? В Лондоне много прекрасных чайных домов. В ресторанах Ридз и Дорчестер подают роскошный послеобеденный чай. Их стоит рассмотреть. Ридз и Дорчестер кажутся фантастическими вариантами. Я рассмотрю их и забронирую столик. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Надеюсь, вы прекрасно проведете время, путешествуя по Лондону, и насладитесь каждым моментом поездки. Спасибо. Я ценю ваши добрые пожелания. Я постараюсь максимально использовать время, проведенное здесь, и создать незабываемые воспоминания. Береги себя. Урок 7. Оптимизация процессов и повышение производительности. Привет, Анна. Я думала о том, как повысить эффективность нашей команды. Мы можем оптимизировать процессы и сократить количество отходов. Привет, Джон. Это отличная идея. Оптимизация процессов может привести к повышению производительности и экономии средств. С чего вы предлагаете нам начать? Один из способов заключается в выявлении избыточных задач и их устранении. Мы также можем автоматизировать определенные процессы, чтобы сократить объем ручной работы и сэкономить время. В этом есть смысл. Автоматизация может изменить правила игры с точки зрения производительности. Рассматривали ли вы какие-либо конкретные задачи, которые можно Да, автоматизировать? такие задачи, как ввод данных и создание отчетов, можно автоматизировать с помощью программного обеспечения или инструментов. Это освободит наше время для более ценной работы. Автоматизация определенно повысит нашу производительность.
Нам также следует сосредоточиться на улучшении коммуникации в команде. Есть идеи по этому поводу? Абсолютно. Одна из идей заключается в внедрении инструмента управления проектами, который позволит нам сотрудничать, делиться обновлениями и отслеживать прогресс в режиме реального времени. Похоже, это отличное решение. Инструмент управления проектами позволит всем быть на одной волне и уменьшить недопонимание. Есть рекомендации по инструментам. Существует несколько популярных инструментов управления проектами, таких как Trello, Ericsson и Monday.com. Мы можем изучить их функции и выбрать тот, который лучше всего соответствует нашим потребностям. Давайте проведем небольшое исследование и сравним варианты. Важно найти удобный для пользователя инструмент, предоставляющий необходимые нам функции. Как насчет обучения? Хорошие замечания. Наряду с внедрением новых инструментов и процессов мы должны обучать команду и оказывать ей поддержку. Это поможет им адаптироваться и принять изменения. Обучение и поддержка крайне важны для плавного перехода. Мы можем организовать семинары или предоставить онлайн-ресурсы, чтобы все чувствовали себя комфортно в связи с изменениями. Абсолютно. Важно расширить возможности нашей команды и создать культуру обучения. Еще один аспект, который следует учитывать, это регулярная обратная связь и оценка эффективности. Что вы думаете? Я согласен. Регулярные сеансы обратной связи могут помочь определить области, нуждающиеся в улучшении, и признать достижения. Это мотивирует команду работать лучше и способствует общему росту. Обратная связь играет важную роль в создании позитивной рабочей среды. Нам следует создать систему обратной связи, поощряющую открытое и конструктивное общение. Это отличная инициатива. Система обратной связи обеспечит постоянное совершенствование и укрепит динамику нашей команды. Мы можем начать с регулярных проверок и анализа прогресса. Регулярные проверки позволят решить любые проблемы и отпраздновать успехи. Это позволит нашей команде сосредоточиться и мотивировать. Есть ли другие идеи по повышению производительности? Мы также можем поощрять сотрудничество и обмен знаниями между членами команды. Организация регулярных мозговых штурмов и обмен передовым опытом могут повысить креативность и эффективность. Совместная работа и обмен знаниями – мощные инструменты. Используя коллективный опыт нашей команды, мы можем достичь большего и найти инновационные решения. Давайте сделаем это приоритетом. Не могу не согласиться с этим. Вместе мы сможем создать культуру постоянного совершенствования и вывести производительность на новый уровень. Мне не терпится воплотить эти идеи в жизнь. Я рада, что вы на борту. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться отличных результатов. Давайте начнем и сделаем нашу команду еще более успешной. Урок 8. Расширение возможностей домашней безопасности. Привет, Анна. Я думала о нашей домашней безопасности. Согласен, это дает нам возможность взять контроль в свои руки и обеспечить нашу безопасность. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. Важно сохранять спокойствие и защищать свой дом и близких. Как вы предлагаете нам улучшить нашу безопасность? Одна из идей заключается в установке умной системы безопасности. Это позволяет нам удаленно управлять домом и контролировать его с помощью смартфонов или других устройств. Похоже, это отличное решение. Благодаря интеллектуальной системе безопасности мы можем получать оповещения в реальном времени,
просматривать записи с камер видеонаблюдения и даже дистанционно управлять замками и освещением. Именно так. Это обеспечивает удобство, гибкость и душевное спокойствие. Мы также можем рассмотреть возможность установки датчиков движения и камер видеонаблюдения вокруг нашей территории. Датчики движения и камеры видеонаблюдения действуют как сдерживающие факторы и помогают нам отслеживать любые подозрительные действия. Мы должны стратегически разместить их так, чтобы обеспечить максимальный Абсолютно. охват. Хорошо освещенный экстерьер и видимые камеры видеонаблюдения могут отпугнуть потенциальных злоумышленников. Мы также должны эффективно защищать двери и окна. Укрепление наших дверей и окон очень важно. Мы можем установить ригели, укрепить дверные рамы и рассмотреть возможность использования защитной пленки на окнах, чтобы сделать их более прочными. Укрепление наших точек входа добавит дополнительный уровень безопасности. Нам также следует помнить о своем присутствии в интернете и соблюдать правила кибербезопасности. Кибербезопасность имеет решающее значение в современную цифровую эпоху. Мы должны использовать надежные уникальные пароли, использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять наше устройство и программное Принятие этих обеспечение. мер предосторожности поможет защитить нашу личную информацию и предотвратить несанкционированный доступ. Нам также следует рассмотреть возможность оценки домашней безопасности. Оценка домашней безопасности может выявить уязвимости и дать рекомендации по улучшению. Это упреждающий шаг на пути к повышению общей безопасности. Абсолютно. Когда речь идет о домашней безопасности, лучше действовать на опережение, чем реагировать. Нам также следует обучать себя и членов своей семьи мерам безопасности. Образование играет ключевую роль. Обучая членов нашей семьи действиям в чрезвычайных ситуациях, например, что делать в случае пожара или взлома, все будут готовы и знают, как обезопасить себя. Готовность очень важна. Мы можем создать аварийный комплект, включающий такие предметы первой необходимости, как фонарики, средства первой помощи и контактную информацию для экстренных случаев. Наличие в наличии аварийного комплекта может существенно изменить ситуацию во время кризиса. Нам также следует рассмотреть возможность участия в программе районного дозора. Программы соседского дозора способствуют вовлечению общественности и созданию более безопасной среды. Это возможность общаться с соседями и заботиться друг о друге. Создание сильного и поддерживающего сообщества благотворно влияет на безопасность каждого. Нам также следует периодически пересматривать и обновлять наши меры безопасности по мере необходимости. Регулярный пересмотр и обновление наших мер безопасности позволяет нам опережать потенциальные угрозы. Давайте отдадим приоритет домашней безопасности и предоставим себе возможность защитить самое важное. Не могу не согласиться с этим. Принимая активные меры и сохраняя бдительность, мы можем создать безопасную и надежную домашнюю среду. Давайте начнем и сделаем наш дом еще безопаснее. Абсолютно. Вместе мы сможем расширить свои возможности и обеспечить безопасность и благополучие нашего дома и семьи. Давайте возьмем все под свой контроль и воплотим это в жизнь. Урок 9. Изучение салона для ванны и тела. Привет, Анна. Ты когда-нибудь была в этом магазине для ванны и тела? Привет, Джон. Нет, это мой первый раз. Я много об этом слышала. Давайте проверим это. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, что они могут предложить. Магазин выглядит привлекательно и хорошо укомплектован. Конечно, так оно и есть.
Красочные дисплеи и приятный аромат делают покупки еще более приятными. Я согласен. В магазине царит успокаивающая и расслабляющая атмосфера. Давайте начнем с изучения различных разделов. Отличная идея. Я вижу, что у них широкий ассортимент товаров для ванны и душа. От средств для мытья тела до бомбочек для ванны, каждый найдет что-то для себя. Это просто фантастика. Меня особенно интересуют их средства по уходу за кожей. Я искала хорошие увлажняющие средства. Уход за кожей важен, и в этом магазине, похоже, есть множество вариантов. Посмотрим, сможем ли мы найти для вас идеальный увлажняющий крем. Спасибо. Я также заметил раздел, посвященный продуктам для ароматерапии. Эфирные масла и свечи могут создать в доме успокаивающую атмосферу. Ароматерапия может быть невероятно расслабляющей. Я обязательно загляну в этот раздел. Смотрите, у них есть витрина подарочных наборов. Подарочные наборы – отличная идея для дней рождения или особых случаев. У нас можно найти красиво упакованные наборы как для мужчин, так и для женщин. Это замечательно. Это значительно упрощает покупку подарков. Мне также интересна их парфюмерная продукция для дома. Давайте также изучим этот раздел. Абсолютно. Приятный аромат может сделать дом более уютным. Мы можем найти свечи, диффузоры и комнатные спреи, которые придадут нашему дому прекрасный аромат. Мне нравится, что они предлагают широкий выбор ароматов. Мы можем экспериментировать и находить те, которые лучше всего соответствуют нашим предпочтениям. Приятно иметь варианты. Я также обратила внимание на раздел, посвященный средствам по уходу за руками и ногами. Кажется, в них есть все необходимое для домашнего отдыха, похожего на спа. Уход за руками и ногами необходим для ухода за собой. Я рада, что для этого есть специальный раздел. Давайте не забудем его проверить. Определенно. Забота о себе должна быть приоритетом. Смотрите. У них есть консультационная стойка по уходу за кожей. Мы можем получить индивидуальные рекомендации. Это просто фантастика. Всегда полезно получить консультацию специалиста по уходу за кожей. Давайте обязательно воспользуемся этой услугой. Абсолютно. Получение индивидуальных рекомендаций позволит нам выбрать продукты, соответствующие нашим конкретным потребностям. Кажется, в этом магазине есть все. Я впечатлен разнообразием и качеством предлагаемых ими продуктов. Это будет увлекательный и плодотворный шопинг. Не могу не согласиться с этим. Давайте не торопимся, изучим каждый раздел и насладимся процессом открытия новых интересных продуктов. Похоже на план. Давайте погрузимся в приключения в магазине Bath and Body и воспользуемся нашим визитом по максимуму. Я в восторге. Давайте отправимся в это ароматное и освежающее путешествие. Уверена, мы найдем несколько замечательных продуктов, которые улучшат наш ежедневный уход за собой. Урок 10. Преодоление неловких рукопожатий. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь было неловко, когда кто-то сначала протягивает к тебе руку? Привет, Джон. В прошлом мне действительно было немного неловко, особенно в незнакомых ситуациях. Но я изучил несколько стратегий, которые помогут мне чувствовать себя более комфортно. Приятно это слышать.
Бывает сложно ориентироваться в социальных приветствиях, особенно при знакомстве с новыми людьми. Какие стратегии вы сочли полезными? Одна из стратегий заключается в том, чтобы соответствовать уровню энтузиазма другого человека. Если они крепко пожимают друг другу руки, я тоже отвечаю крепким Отличный рукопожатием. совет. Это помогает создать ощущение равновесия и показывает, что вы вовлечены во взаимодействие. Что еще вы делаете, чтобы справиться с подобными ситуациями? Другой метод заключается в поддержании зрительного контакта и искренней улыбки при рукопожатии. Это помогает установить связь и делает общение более приятным. Зрительный контакт и улыбка могут во многом помочь человеку чувствовать себя комфортно. Это говорит о том, что вы доступны и открыты для общения. Есть ли другие предложения? Да, также полезно знать о культурных различиях. В некоторых культурах чаще встречаются разные формы приветствия, такие как поклоны или поцелуи в щеки. Это важный момент. Соблюдение культурных норм может предотвратить непреднамеренные недоразумения. Всегда приятно узнавать о разных обычаях. Абсолютно. Уделение времени пониманию и уважению культурных различий может способствовать улучшению общения и формированию позитивного впечатления. Чем еще вы занимаетесь? Еще одна вещь, которую я считаю полезной, это заранее потренироваться. Вы можете отрепетировать рукопожатие с другом или членом семьи, чтобы обрести уверенность в себе и усовершенствовать свою технику. Это отличная идея. Практика поможет вам чувствовать себя более комфортно и обеспечит крепкое и комфортное рукопожатие для обеих сторон. Что еще вы могли бы добавить? Наконец, если рукопожатия вас по-прежнему не устраивают, вы можете вежливо объяснить, что предпочитаете альтернативные приветствия, такие как волна или дружеское устное приветствие. Отличное предложение. Важно уважительно выразить свои предпочтения и подобрать приветствие, соответствующее вашему уровню комфорта. Есть ли что-то еще, чем вы хотели бы поделиться? Еще я хотел бы отметить, что практика ведет к совершенству. Чем больше вы будете общаться и пожимать друг другу руки, тем комфортнее вам будет со временем. Безусловно, практика и воздействие могут помочь преодолеть любую первоначальную неловкость. Все дело в том, чтобы обрести уверенность в себе и найти свой собственный способ приветствовать других. Не могу не согласиться с этим. Преодоление неловких рукопожатий– это вопрос практики, осознанности и поиска того, что лучше всего подходит именно вам. Спасибо, что поделились этими стратегиями. Добро пожаловать! Было приятно обсудить с вами эту тему. Надеюсь, что эти стратегии также помогут другим легче справляться с неловкими рукопожатиями. Уверен, что так и будет. Давайте продолжим развивать наши социальные навыки и уверенно вступать в новые отношения. В будущем вас ждет еще более комфортное приветствие. Урок 11. Поиск идеального бюджетного отеля. Привет, Анна. Я пытаюсь сэкономить на предстоящей поездке. Думаю, было бы идеально остановиться в бюджетном отеле. Привет, Джон. Это умная идея. Бюджетные отели помогут вам сэкономить деньги, обеспечивая при этом комфортное проживание. Абсолютно. Я слышал, что некоторые бюджетные отели предлагают отличные удобства и услуги по доступным ценам. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Определенно. Один из вариантов – проверить туристические веб-сайты в интернете.
У них часто есть широкий выбор бюджетных отелей с отзывами и оценками предыдущих гостей. Это хорошие предложения. Чтение отзывов поможет мне лучше понять, чего ожидать, и выбрать подходящий отель. Еще какие-нибудь советы? Еще один совет – продумайте местоположение. Иногда бюджетные отели, расположенные немного дальше от центра города или популярных туристических районов, могут предложить более низкие В цены. этом есть смысл. Если поблизости есть удобная транспортная развязка, бюджетным вариантом может оказаться проживание в отдалении от основных туристических районов. Что-нибудь еще? Да, также стоит проверить, предлагает ли отель бесплатный завтрак. Если вы начнете день с включенного питания, вы сэкономите дополнительные деньги. Отличное замечание. Завтрак, включенный в стоимость, может быть удобным и экономичным вариантом, особенно если вы планируете исследовать город в течение дня. Есть ли другие предложения? Еще одно соображение – размер комнаты. Если вас устраивает небольшой номер, часто можно найти более выгодные цены, если он по-прежнему отвечает вашим основным потребностям. Понимаю. Если комната чистая и в ней есть все необходимое, меньший размер не должен быть проблемой. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Что-нибудь еще вы бы порекомендовали? Не забудьте сравнить цены на разных платформах. Иногда на сайте отеля могут быть специальные акции или скидки, которых нет в других местах. Это ценный совет. Всегда полезно провести небольшое исследование и сравнить цены, чтобы убедиться, что вы получаете лучшие предложения. Спасибо, что поделились этими идеями. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что даже при ограниченном бюджете вы все равно можете найти комфортное и удобное жилье. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы узнать? Еще одна вещь. Возможно, будет полезно связаться с отелем напрямую и узнать о доступных скидках или специальных тарифах. Спрашивать никогда не помешает. Отличная идея! Иногда отели готовы предложить скидки при длительном проживании или при бронировании напрямую у них. Стоит попробовать. Спасибо за предложение. Добро пожаловать. Надеюсь, эти советы помогут мне найти идеальный бюджетный отель для поездки. Мы готовы к комфортному отдыху без больших затрат. Урок 12. Проблемы с покупками продуктов. Привет, Анна, ты нашла все в своем списке. Привет, Джон. Почти все. Мне не удалось найти яйца. Похоже, их нет в наличии. Это прискорбно. Вы спрашивали у сотрудника, есть ли у него что-то еще в задней части. Да, я так и сделала. Они сказали, что завтра ожидают нового груза, так что я вернусь. Это хороший план. Всегда полезно уточнить у сотрудников, нет ли у персонала вещей, которые вы не смогли найти. Что еще вам нужно? Мне удалось найти все остальное – фрукты, овощи и некоторые основные продукты питания. Но не хватало только яиц. Ну, по крайней мере, вы смогли получить большинство товаров из вашего списка. Иногда трудно найти все за одну поездку. Абсолютно. Я рада, что нашла все остальное. Мне пока придется обойтись без яиц. Вы также можете попробовать посетить другой магазин неподалеку. Возможно, у них есть яйца в наличии.
Это хорошее предложение. Я проверю другой магазин, если у меня будет дополнительное время позже. Всегда хорошо иметь запасной план. Определенно. Приятно изучать разные варианты, а не полагаться только на один магазин. Испытывали ли вы трудности с поиском чего-нибудь еще? Нет, все остальное было довольно легко найти. В магазине был хороший выбор и четкие вывески для каждого раздела. Приятно это слышать. Когда все хорошо организовано, шопинг становится более эффективным. Я согласен. Это экономит время и снижает вероятность того, что вы пропустите какие-либо пункты в списке. Есть ли у вас какие-либо советы по успешной покупке продуктов? У меня есть один совет: заранее составьте подробный список. Это поможет вам сосредоточиться и ничего не забудет. Это хороший совет. Мне всегда полезно иметь список. Это помогает мне организоваться и предотвращает импульсивные покупки. Еще один совет: сравните цены и проверьте наличие текущих акций. Это поможет вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Это разумный подход. Экономия денег всегда является плюсом. Я учту это при следующей поездке по магазинам. Наконец, попробуйте недорогие альтернативы. Например, если яйца дорогие, вы можете выбрать другие источники белка, такие как бобы или тофу. Отличное предложение. Изучение альтернатив может быть как экономичным, так и разнообразить ваши блюда. Я ценю совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что покупка продуктов – это планирование, гибкость и максимальное использование доступных вариантов. Урок 13. Меньшие шаги. Привет, Анна. Я читала о преимуществах небольших шагов к достижению целей. Звучит полезно. Что дальше? Привет, Джон. Приятно это слышать. Меньшие шаги могут сделать большие цели более достижимыми. Следующий шаг – разбить цель на более мелкие, выполнимые задачи. Понимаю. Поэтому вместо того, чтобы пытаться решить всю задачу сразу, мне следует сосредоточиться на небольших задачах, которые приведут меня к ней. В этом есть смысл. Именно так. Разбив все по полочкам, вы сможете расставлять приоритеты в задачах, отслеживать прогресс и отмечать небольшие победы на своем пути. Это мотивирует вас. Это хорошее замечание. Когда вы видите свой прогресс, легче сохранять мотивацию. Итак, как мне решить, с каких задач начать? Начните с определения наиболее важных задач, которые необходимо выполнить в первую очередь. Это те, которые напрямую влияют на вашу цель. Понял. Поэтому мне следует сосредоточиться на задачах, которые необходимы для продвижения вперед и достижения цели. Что если я почувствую себя подавленной? Если вы чувствуете себя подавленным, важно сделать шаг назад и переоценить ситуацию. Разбейте задачи еще дальше на более мелкие и удобные шаги. Это полезный подход. Разбив их на еще более мелкие шаги, они станут менее пугающими. Все дело в достижении прогресса, каким бы незначительным он ни был. Абсолютно. Прогресс – это прогресс, каким бы незначительным он ни был. И помните, что при необходимости можно обратиться за помощью или делегировать задачи.
Вам не нужно делать это в одиночку. Это хорошее напоминание. Иногда обращение за поддержкой к другим может сделать путешествие проще и приятнее. Какой у вас еще совет? Еще один совет – устанавливайте реалистичные сроки выполнения каждой задачи. Это поможет вам нести ответственность и обеспечить стабильный прогресс. Установление сроков звучит как хороший способ не сбиться с намеченного графика. Это придает мне чувство срочности и позволяет сосредоточиться. Есть ли другие предложения? Да, не забывайте праздновать свои достижения по пути. Побалуйте себя выполнением каждого задания или достижением определенных результатов. Празднование прогресса мотивирует вас. Отличное предложение. Празднование небольших побед помогает сохранить позитивный настрой и повышает уверенность в себе. Я обязательно это сделаю. Спасибо. Добро пожаловать! Я рада, что смогла дать несколько полезных советов. Помните, что небольшие шаги со временем могут привести к значительному прогрессу. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы узнать? Еще одна вещь. Как мне оставаться последовательным и не откладывать дела на потом, работая над этими небольшими задачами? Последовательность играет ключевую роль. Установите регулярный график работы над задачами и придерживайтесь его. Избавьтесь от отвлекающих факторов и сосредоточьтесь на одной задаче за раз. Понимаю. Создание структурированного распорядка дня и минимизация отвлекающих факторов определенно помогут мне не сбиться с пути. Спасибо за совет. Урок 14. Любовь к домашней лазанье. Привет, Анна. У тебя есть любимое итальянское блюдо? Привет, Джон. Да, мне нравится готовить домашнюю лазанью. Это может занять немного времени, но оно того стоит. А как же ты? Домашняя лазанья звучит очень вкусно. Я еще не пробовал ее приготовить, но с удовольствием попробую. Не могли бы вы поделиться со мной своим рецептом? Конечно. Это семейный рецепт, передаваемый из поколения в поколение. Во-первых, вам понадобится лапша с лазаньей, говяжий фарш, томатный соус, сыр рикотта, сыр моцарелла и некоторые специи. Похоже на классическое сочетание ингредиентов. Как начать процесс? Во-первых, вам нужно приготовить лапшу для лазаньи в соответствии с инструкциями на упаковке, пока она не станет однородной. Затем можно приступить к приготовлению мясного соуса. Понял. Итак, после приготовления лапши самое время сосредоточиться на мясном соусе. Как его приготовить? На сковороде обжарьте говяжий фарш на среднем огне. После приготовления добавьте томатный соус и приправы, такие как чеснок, орегано, соль и перец. Дайте ему покипеть около 15 минут. Звучит достаточно просто. Мне нравится, что мясной соус успевает немного закипеть и развить вкус. Каков следующий шаг? Следующий шаг – собрать слои лазаньи. Начните с того, что нанесите слой мясного соуса на дно формы для выпечки. Затем сверху добавьте слой приготовленной лапши для лазаньи. Итак, это процесс наслоения. Сколько слоев вы обычно делаете? Обычно я делаю 3 слоя. После лапши намажьте слой сыра рикотта и посыпьте сверху тертой моцареллой. Повторяйте эти слои, пока у вас не закончатся ингредиенты.
3 слоя звучат идеально. Это обеспечивает хороший баланс вкусов и текстур. Как только слои будут готовы, каков следующий шаг? После последнего слоя посыпьте сверху еще сыром моцарелла. Накройте форму для выпечки фольгой и запекайте в духовке при температуре 375 градусов по Фаренгейту, 190 градусов Си, примерно 25-30 минут, пока она не станет горячей и пузырчатой. От предвкушения этого пузырящегося сыра у меня слюнки текут. Откуда вы знаете, когда его можно будет вынуть из духовки? Вы поймете, что он готов, когда сыр расплавится и станет золотисто-коричневым. Дайте ему остыть несколько минут перед подачей на стол, так как он будет очень горячим. Звучит как дело любви, но я уверена, что конечный результат будет просто восхитительным. Какие-нибудь советы по подаче лазаньи? При подаче аккуратно разрежьте его на порции и с помощью шпателя приподнимите каждый кусок. Подавайте его с чесночным хлебом или свежим салатом в качестве полноценного блюда. Похоже, это идеальное сочетание. Мне не терпится попробовать приготовить домашнюю лазанью по вашему рецепту. Спасибо, что поделились этим со мной. Урок 15. Приключение за завтраком. Привет, Анна, куда нам сегодня позавтракать? Привет, Джон. Как насчет того, чтобы попробовать новое кафе в центре города? Я слышала, что здесь потрясающая выпечка и уютная атмосфера. Звучит отлично. Я всегда готов попробовать новое место. Пойдем побалуем себя вкусным завтраком. Отлично. Пойдем туда пешком или возьмем такси. Давайте пройдемся пешком. Сегодня прекрасное утро, а прогулка даст нам возможность насладиться свежим воздухом и пейзажами. Я согласен. Прогулки также помогают нам оставаться активными и сжигать калории перед завтраком. От этого выигрывают все. Абсолютно. Кроме того, прогуливаясь по улицам пешком, мы откроем для себя скрытые сокровища и оценим очарование города. Мне нравится это чувство открытости. Каждый раз, выходя из зоны комфорта, мы словно отправляемся в мини-приключение. Это действительно так. Посещение новых мест для завтрака не только удовлетворяет вкусовые рецепторы, но и расширяет наши кулинарные горизонты. Определенно. Приятно попробовать разные вкусы и узнать о различных традициях завтрака со всего мира. Кстати, о традициях, есть ли у вас любимое блюдо для завтрака или кухня? Я фанат классического американского завтрака с пушистыми блинами, хрустящим беконом и яичницей. Как насчет тебя? Я не могу устоять перед сытным английским завтраком с сосисками, печеной фасолью, тостами и чашкой чая. Это идеальное начало дня. Звучит восхитительно. Нам стоит как-нибудь попробовать любимые блюда друг друга на завтрак. Абсолютно. Это отличный способ поделиться своим культурным опытом и расширить наши кулинарные знания. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Знакомство с разными кухнями и совместное пробовать новые блюда – одна из радостей дружбы и обмена опытом. Не могу не согласиться с этим. Именно эти маленькие моменты делают жизнь ярче и незабываема. В этом прелесть еды и дружбы.
Она объединяет людей и создает незабываемые воспоминания. В самом деле. Итак, давайте подарим новые воспоминания сегодня в кафе. Мне не терпится увидеть, какие изысканные завтраки нас ждут. Давайте отправимся в путешествие за завтраком. Я уже могу представить себе аромат свежеиспеченной выпечки. Это будет потрясающе. Не могу дождаться. Готовы отправиться в путь? Абсолютно. Пойдем и удовлетворим наши желания. Завтрак ждет вас. Уходим. Вкусно позавтракайте и насладитесь путешествиями по окрестностям. Урок 16. Изучение библиотеки. Привет, Анна. Мне было бы интересно, не могли бы вы мне помочь? Библиотека находится прямо на улице, и мне интересно ее посетить. Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Что конкретно вы ищете в библиотеке? Мне интересно найти несколько книг по истории и биографиям. Я хочу расширить свои знания в этих областях. Отличная идея. Библиотека – это сокровищница книг по истории и биографиям. Там вы найдете огромное количество информации. Именно на это я и надеюсь. Нужен ли мне читательский билет, чтобы брать книги на прокат? Да, вам понадобится читательский билет, чтобы брать книги на прокат. Ее легко получить. Просто возьмите с собой в библиотеку удостоверение личности и подтверждение адреса, и они помогут вам получить Отлично, карточку. я обязательно возьму с собой необходимые документы. Есть ли в библиотеке другие услуги или ресурсы? Абсолютно. Помимо аренды книг, большинство библиотек предлагают различные услуги, такие как доступ к компьютеру, учебные комнаты и даже ресурсы для изучения языков. Обязательно изучите все, что может предложить библиотека. Это просто фантастика. Я мог бы использовать доступ к компьютеру для исследований, а учебные комнаты в тихом месте для учебы. Здорово, что есть такие варианты. Определенно. Библиотеки обеспечивают отличную среду для обучения и учебы. Кроме того, в них часто проводятся мероприятия и семинары, поэтому следите за ними. Обязательно ознакомлюсь с календарем мероприятий библиотеки. Было бы интересно посетить несколько образовательных семинаров. Спасибо за всю информацию. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Библиотеки – прекрасное место для расширения знаний и открытия новых интересов. Прекрасно проведите время, исследуя окрестности. Я с нетерпением жду этого события. Еще раз спасибо. Я ценю ваше руководство. Желаем вам плодотворного визита в библиотеку. Урок 17. Переговоры о повышении. Привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы попросить прибавку к зарплате на работе. Есть ли у вас какие-либо советы, как к этому подойти? Привет, Джон. Договориться о повышении зарплаты может быть непросто, но оно того стоит. Сначала соберите свои достижения и доказательства вашей ценности для компании. Это хорошее замечание. Я отслеживаю свои достижения, поэтому у меня есть веские доказательства, подтверждающие мою просьбу. Должен ли я запланировать встречу со своим боссом? Да, запланировать встречу – хорошая идея. Это показывает, что вы цените их время и позволяет сфокусированно обсудить ваш запрос.
Во время встречи будьте уверены и уважительны. Тогда я обязательно назначу встречу. Уверенность в себе – главное, и я хочу, чтобы я эффективно доносил до сведения компании свои ценности. Как мне начать разговор? Начните с выражения признательности за те возможности, которые вы получили в компании. Затем четко сформулируйте свою просьбу о повышении зарплаты и объясните причины, по которым вы этого заслуживаете, исходя из ваших достижений Похоже, и это заслуг. хороший подход. Прежде чем обсуждать повышение, важно выразить благодарность. Я обязательно расскажу о своих достижениях и о том, как они положительно повлияли на компанию. Отлично! Важно сосредоточиться на том, какую ценность вы приносите и как она соответствует целям компании. Приготовьтесь ответить на любые потенциальные проблемы или возражения, которые могут у них Я предвижу возникнуть. их опасения и подготовлю продуманные ответы. Я хочу показать, что я рассматривал разные точки зрения и нацелен на успех компании. Это разумная стратегия. Кроме того, будьте открыты к переговорам. Возможно, они не согласятся с тем, о каком именно повышении вы просите, но продолжайте разговор конструктивно и изучите альтернативные варианты. Понимаю. Переговоры – это двусторонний процесс, и я готов найти золотую середину, которая принесет пользу обеим сторонам. Важно сохранять позитивный и совместный подход. Абсолютно. Помните, что даже если они сначала отклонят ваш запрос, не расстраивайтесь. Свяжитесь с ними и узнайте, что вы можете сделать, чтобы повысить свои шансы в будущем. Я не позволю отказу обескуражить меня. Я воспользуюсь этим как возможностью совершенствоваться и работать над достижением своих целей. Спасибо за ваши рекомендации. Теперь я чувствую себя более подготовленной. Урок 18. Планирование отпуска. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы спланировать свой следующий отпуск. Думаю, я хочу совместить приключения и отдых. Есть предложение? Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Как насчет того, чтобы выбрать место, предлагающее множество развлечений, таких как пляжный отдых и приключения на свежем воздухе? Звучит отлично. Мне нравится отдыхать на пляже, а также открывать для себя новые захватывающие впечатления. У вас есть в виду какие-либо конкретные направления? Одно из направлений, которое приходит на ум, это Коста-Рика. Она известна своими прекрасными пляжами и густыми тропическими лесами, предлагающими множество возможностей для отдыха и приключений. Коста-Рика звучит потрясающе. Я слышала, что здесь потрясающие пляжи и увлекательные развлечения, такие как зиплайнинг и пешие прогулки. Есть ли другие места, которые стоит рассмотреть? Другим вариантом может стать Бали, Индонезия. Здесь вас ждут безмятежные пляжи, роскошные курорты и возможность насладиться культурными мероприятиями, такими как традиционные танцы и блюда местной кухни. Буля тоже звучит невероятно. Меня всегда восхищала их яркая культура и потрясающие пейзажи. Это было бы отличное место для отдыха и прогулок. Абсолютно. А если вы ищете сочетание приключений и отдыха поближе к дому, как насчет Гавайев? Вы можете насладиться потрясающими пляжами, заняться серфингом, а также отправиться в поход по вулканическим ландшафтам. Гавайи определенно в моем списке желаний. Идея серфинга и изучения вулканических районов очень привлекательна. Мне бы очень хотелось воочию увидеть красоту островов. Это фантастический выбор. Гавайи –
Это уникальное сочетание природной красоты и захватывающих развлечений. Вы не будете разочарованы. Это будет непростое решение. Все три направления звучат невероятно. Мне придется провести дополнительные исследования и взвесить все «за» и «против». Абсолютно. Потратьте время на изучение каждого направления и учтите такие факторы, как бюджет, ограничения на поездки, а также конкретные мероприятия и впечатления, которые вы ищете. Я обязательно это сделаю. Планирование отпуска– это часть удовольствия, и я хочу максимально использовать свободное время. Спасибо за ваши предложения. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Какое бы направление вы ни выбрали, я уверен, что вы проведете незабываемый отпуск. Наслаждайтесь приключениями и отдыхом. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Мне не терпится отправиться в это увлекательное путешествие и создать потрясающие воспоминания. Впереди незабываемый отпуск. Урок 19. Своевременная доставка. Привет, Анна. Что касается сроков доставки, мы можем обеспечить доставку в течение следующих 2 недель. Привет, Джон. Приятно это знать. Своевременная доставка имеет решающее значение для удовлетворенности клиентов. Абсолютно. Соблюдение обещанной даты поставки укрепляет доверие и создает репутацию надежного поставщика. Важно внедрить эффективные процессы, обеспечивающие быструю обработку и отправку заказов. Да, оптимизация логистики и управление цепочками поставок помогает нам стабильно соблюдать сроки доставки. Заблаговременное планирование и прогнозирование спроса также могут способствовать бесперебойным и своевременным поставкам. Четкое понимание требований клиентов позволяет нам эффективно распределять ресурсы. А в случае непредвиденных задержек очень важно оперативно связаться с клиентом. Прозрачное информирование об обновлениях поставок помогает управлять ожиданиями и поддерживать удовлетворенность клиентов. Абсолютно. Информирование клиентов о возможных задержках свидетельствует о том, что мы ценим их время и доверие. Также важно тесно сотрудничать с нашими партнерами по доставке, чтобы обеспечить бесперебойный процесс доставки. Сотрудничество с надежными перевозчиками и мониторинг хода доставки позволяют нам всегда быть в курсе поставок. А если при доставке все же возникают непредвиденные проблемы, мы должны активно их решать и находить решения. Быстрое решение любых вопросов свидетельствует о нашей приверженности обслуживанию и удовлетворению потребностей клиентов. Кроме того, отзывчивая команда поддержки клиентов может помочь клиентам с любыми вопросами, связанными с доставкой. Предоставление отличной поддержки после покупки обеспечивает нашим клиентам положительные впечатления в целом. И давайте не будем забывать о важности точной информации для отслеживания. Это позволяет клиентам быть в курсе своих заказов. Да, предоставление номеров для отслеживания и четких инструкций по отслеживанию отправлений поможет решить любые проблемы. Также выгодно предлагать ускоренные варианты доставки для клиентов, которым требуется более быстрая доставка. Абсолютно. Гибкость вариантов доставки дает клиентам ощущение контроля над своими заказами. Отдавая приоритет своевременной доставке, мы можем превзойти ожидания клиентов и завоевать долгосрочную лояльность.
А довольные клиенты с большей вероятностью порекомендуют наши продукты или услуги другим. Это правда. Рекомендации из уст в уста бесценны для роста и успеха бизнеса. Итак, давайте продолжим уделять приоритетное внимание своевременной доставке и сделаем все возможное, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов. Абсолютно. Наша приверженность своевременным поставкам отличает нас от других и укрепляет нашу репутацию. Вместе мы можем обеспечить бесперебойную и надежную доставку для наших уважаемых клиентов. В этом и заключается цель. Давайте продолжим совершенствовать наши процессы и сделаем своевременную доставку приоритетом.